Всем привет и добро пожаловать на наидобрейший обзор. Сегодня на канале редкий покемон, ранобэ в жанре постапокалипсис. Не то чтобы подобных произведений было мало, но я стараюсь их обходить стороной. Увы, опыт прошлых встреч исключительно негативный. Но это спонсорское видео, так что деваться было некуда. К счастью, пользователь под ником Культ Булочек не обманул, и хроники падения богов оказались весьма неплохи по меркам ранобэ. А на жанровом безрыбье и вовсе смотрится скрытым бриллиантом. Другое дело, что в отличие от многих традиционных для веб-романов жанров, постапок обильно представлен в иных форматах. Существуют фильмы, игры, романы и сериалы, так что есть из чего выбрать. Без нюансов, как всегда, не обошлось, так что не спешите выключать ролик и бежать читать. Он и так короткий, а существенных спойлеров не будет. Лучше поставьте лайк и не забудьте, что вы тоже можете заказать у меня обзор, или поддержать один из уже существующих сборов на Бусти. Хроники падения богов, очевидно, вдохновлены серией игр Fallout, или чем-то близко родственным, но с большим фантастическим элементом. Ведь после катастрофы в прошлом 95% суши превратились в пустоши, с мутантами, рейдерами в экзокостюмах и мусорщиками, пытающимися как-то прожить до завтра. Не хватает только фирменного черного юмора, которого в книге нет. Зато есть металюди, обладающие сверхспособностями, вроде повышенной силы, регенерации или нечеловеческой реакции. Главный герой был выращен стариком, который привил ему некоторые черты цивилизованности прошлой эпохи. Так что тот мечтает попасть в один из Элизиумов, городов, созданных некими богами, где все работает на чем-то подозрительно похожем на магию. А их жители считают население пустошей еретиками и пытаются искоренить продвинутые технологии прошлого, собираемые фракцией ученых. Пожалуй, главное достоинство произведения – это пресловутая серая мораль и неоднозначность. Мир пустошей – место весьма жестокое, с каннибализмом, рабством, ксенофобией, борьбой за власть и предательствами. Но при этом автор не идет по проторенному пути, когда тебя постоянно пытаются убедить, что у всех своя правда, и если сменить точку зрения, их причины станут ясны. Причина-то может и есть, но большая часть действующих лиц – это взаправду плохие люди, сформированные ужасной средой, которые могут отправить других в мясные штурмы, чтобы их телами выместить путь к победе, или, поддавшись похоти, насиловать пленниц. Неоднозначность заключается в том, что их устремления не сводятся лишь к низменным порывам. Персонажи обладают гранями характера и часто сильными убеждениями или привязанностями. Отчего, казалось бы, хорошие люди могут творить чудовищные злодеяния, а самая последняя мразь в определенных обстоятельствах способна на невероятно смелый поступок, что сильно выделяет его на общем фоне тайтлов из моих обзоров, где зачастую этого не дождешься даже от главных и формально положительных персонажей, что уж говорить о злодеях и антагонистах. Порой автор хроник за полглавы умудряется раскрыть нового проходного персонажа лучше, чем иные за 1000 глав. Снимаю перед ним шляпу. У человека явно талант. Также взаимоотношения с главной героиней дико доставляли, когда протагонист не просто спас девицу в беде, а со шкурным интересом, и та в ответ не отставала. Второе ключевое достоинство – это высокая динамика, разумеется, по меркам формата. Сюжет никогда не стоит на месте и постоянно что-то происходит. Хоть часть стычек – это проходные филлеры, зато никаких полотен просидения на месте и переливания из пустого в порожнее. Из минусов я бы отметил слишком простой язык повествования. Нет, он не хуже, чем в любом среднестатистическом ранобэ, и обычно я на это не жалуюсь, если не начинается надмозговая дичь. Но серьезный сеттинг и взрослые темы подразумевают соответствующий им слог. Алды могут вспомнить ролик про монарха Вечной Ночи, который можно назвать антиподом хроник падения богов. Там автору отлично удавалась стилизация, но происходящее не дотягивало. Тут же форма заметно уступает содержанию. Второй ключевой недостаток – это избранность протагониста. Что бы ни произошло, его спасут рояли. А часть проблем – это искусственно созданные испытания, что обесценивают усилия героя. Вы можете удивиться, почему это не главный недостаток, а я вам затираю какую-то дичь про скрытый бриллиант. Но хроники случай особый. Традиционно халтура идет целым пакетом, и один red flag
возвышается лишь над вершиной айсберга. Тут же автор знает меру, отчего непробиваемая сюжетная броня облегает лишь главного героя, а окружающие персонажи очень даже смертные, отчего он вынужден использовать головной мозг, если вознамерится их спасти. Минус все еще существенный, но смысл происходящего полностью не перечеркивает. В остальном же тайтл ощущается средним. Взять те же фракции, они простые и понятные. Ученые, рейдеры, мусорщики, мутанты, повстанцы и так далее. Никакой дичи с десятками тайных обществ и их бесконечными подфракциями, как кое-где. Но и особенного изюму в этом нет. Дженерик во всей красе. Я прочитал 300 глав, это 1700 слов, и там их еще 1,5 миллиона. И как по мне, тайтлу не хватает хотя бы одного дополнительного плюса в копилку, чтобы его захотелось дочитать до конца, чисто для своего удовольствия. Но если вы фанат подобного, то у вас должно пищать за ушами. Вменяемый ранобэ на 1000 глав про постапокалипсис — это музейная редкость.